Друзья, всех приветствую на канале. Сегодня в нашем ролике мы покрутим и послушаем вот этот аппарат. Это комбик от компании Lenny под названием LV100. Скажу сразу, комбик транзисторный, но с эмуляцией лампового звучания под названием Tube Fusion. Мощность комбика 65 Вт, ну и на борту установлен 10-дюймовый динамик Silation. Давайте посмотрим, что у нас тут. Ручки, каналы, вот это вот все. Итак, два раздельных канала, чистый и перегруз. На чистом по традиции есть Bright, на перегруженном есть две кнопочки, отвечающие за эквализацию, про них потом отдельно. И также отдельная эквализация вот на каждом из каналов. Вот, дальше у нас две крутилки ревер на чистом и на перегруженном канале. Я, честно говоря, не очень припоминаю даже комбики, на которых это было довольно интересное решение. Давайте перейдем к прослушиванию. Итак, первое, что меня интересует, можно ли разогнать чистый канал до кранча, или все-таки он чистый-чистый. Слушаем. В общем-то, разогнать можно только громкость и уровень шума, как следствие. Кранча тут нет. Кранч, ну и перегруз, соответственно, на другом канале. Послушаем, как работает кнопочка Bright. Теперь громкость только поменьше надо сделать. Ну, в общем-то, Bright работает по классике, все, в принципе, понятно. Добавим Bright и послушаем ревер. Какой же чистый звук без ревера? Начну, наверное, с двойки и будем добавлять. Ревер, ну, такой достаточно обычный, я бы даже сказал, избыточный. В принципе, чистый канал, он просто чисто, без каких-то изысков. Ну и теперь очередь перегруженного канала. Начну, соответственно, с гейна и потом покажу, как работают кнопочки, отвечающие за эквализацию. Ну и газ в пол. Шум моря, все по классике, но такой перегруз нам не нужен, где-то на 6, наверное, остановимся и на этом значении покрутим эквалайзеры. Итак, первый эквалайзер, тут у нас нарисована птичка, а мы все прекрасно знаем, что такое эквалайзер птичкой. Это вырезанная середина, послушаем, как оно звучит.
Ну, как раз такой традиционный скуп-звук. В общем, для любителей олдового трэш-металла, наверное, вот самое то. Я, конечно, таким жестким эквалайзером бы не пользовался, но само наличие — это прекрасно. Можно нажать и в одну кнопку сделать более подходящий звук. Теперь покрутим, точнее, понажимаем вот этот эквалайзер. Называется он Tone Shift. Как заявляет производитель, он что делает? Немножко почищает низ и нижнюю середину и усиливает верх. Послушаем, как он влияет на звук и так ли вообще это. Итак, он сейчас у нас выключен. Поиграем и потом послушаем, как звучит вместе. В общем, со стороны разница в звуке есть, но я сижу сбоку от комбика, поэтому вам, наверное, в ролике там уже будет слышнее, насколько это влияет. Но, в общем, эквалайзер однозначно рабочий. Что же еще по функционалу тут есть? На задней панели есть выход на наушники. Традиционно для комбиков педаль эффектов. Разъем для подключения футсвича. Кстати, вот он, замечательный футсвич, двухкнопочный, идет в комплекте. Ну и еще выход на внешний кабинет есть. Ну и настало время подводить итоги по характеру звучания, по функционалу. Начну, пожалуй, с функционала. Комбик такой репетиционный, домашний. Для концертов небольших тоже подойдет. Если громкий зал, да, нужно, соответственно, подключать еще к дополнительному кабинету. Так он вполне себе нормально должен показать. По характеру звука, смотрите, тут такая ситуация, что чистый звук, он совсем чистый. Клин-клин, прям совсем без каких-то окрасок. И, на мой взгляд, подойдет хорошо вот для ситуации, когда нужен чистый звук. Может, фанк какой-то поиграть, там, переборчиком что-то. Перегруженный чистый звук тут не получится. Драйв-канал тоже такой немножко узкоспециализированный. Он такой в 80-е, 90-е, олдскульный металл, панк, вот особенно эквалайзер птичка, он прям на это намекает. Для каких-то модерновых штук или мягкий кранч, наоборот, из этого комбика выжать, ну, наверное, есть варианты более подходящие для этого. И еще из приятных бонусов отмечу вот наличие ревера раздельного на 2 канала и отдельная эквализация на каждый. Это прям круто. Часто бывает жадничают с ручками и делают общую эквализацию, что очень неудобно. Поэтому по реверам и эквализации, в общем, комбик прям топ.
Ну что ж, обязательно напишите в комментариях, нужно ли вам вот это все разнообразие ручек, эквалайзера, кнопочек, раздельная регулировка ревера, все, что думаете по поводу эмуляции ламповости в этом комбике. Ну, в общем, что-нибудь пишите, лайки, подписки, колокольчики и до встречи в новых видео. Всем пока. То есть, если будет перекрывать... Если меня будет перекрывать, останавливать. Не, если гриф будет перекрывать, то Гоша будет перекрывать тоже, и он будет меня останавливать. Такая цепочка логичная. Ну, это так. Это минимум. Нужно вам вот это все